Друзья, всем привет! С вами Сергей Каширин, и сегодня мы с вами разберем, как же прокачать грудные мышцы в домашних условиях. Я буду показывать несколько упражнений по порядку, и именно в этом порядке упражнения нужно выполнять. Обязательно смотрите это видео до конца, чтобы ничего не перепутать. Упражнения, как я уже сказал, делаются в конкретном порядке. В каждом из этих упражнений мы будем работать до отказа, а соответственно отдыхая между упражнениями 5, а можно даже и 10 минут. Уложиться желательно в 20-25 повторений, чтобы наступил отказ. И работаем обязательно на мышечном жжении. Для того, чтобы выполнить эту тренировку, много инвентаря не нужно. Достаточно иметь гирю и гантель. Ну и собственное желание, чтобы приступить к тренировке. Друзья, подписывайтесь на мои соцсети, ВК и Инстаграм. Там я выкладываю тренировочные комплексы, свой рацион питания и всевозможные варианты спортивного питания, в том числе и то, что можно собрать дома из подручных продуктов, не покупая спортивное питание в магазине. Первое упражнение в нашем комплексе – это классические отжимания от пола. Это базовое упражнение, и с него стоит начать нашу тренировку грудных. Ставим локти широко, дальше от корпуса, для того, чтобы конкретно проработать грудные. Если вы хотите, чтобы у вас наступил отказ в пределах 20-25 повторений, значит делайте паузы в нижней и верхней точке и делайте упражнения в среднем темпе, не нужно никуда спешить. При таком подходе 20-25 повторений, и у вас будет отказ. Выполняя отжимания, в верхней точке выбрасывайте плечи максимально вперед. Таким образом вы сможете как можно сильнее сократить грудные мышцы. То есть сводим плечи. Сведение – это как раз функция грудных. Грудные должны сводить руки. Поэтому если мы делаем такое движение, мы сразу же чувствуем напряжение в грудных и сразу чувствуем жжение. Следующее упражнение в нашем комплексе – это жим гири лежа. Каким образом он выполняется? Я, конечно, продемонстрирую упражнение, но сначала по технике пробежимся. Жмем мы от солнечного сплетения, удерживая гирю за ядро. То есть вот так. От солнечного сплетения мы поднимаем руки в сторону лба. Даже можно завести их за лоб, но таким образом, чтобы руки вот в этой позиции не уходили, чтобы гиря не тянула их вниз. То есть найти оптимальную точку, где руки просто выпрямлены и фиксируются. И вот в такой траектории мы работаем. Опустили медленно, резко вытолкнули, зафиксировали. Опустили медленно, резко вытолкнули, зафиксировали. Внизу сделали вдох, вверху сделали выдох. Давайте посмотрим наглядно. В этом упражнении важно чувствовать, как вы выталкиваете гирю грудными мышцами, и в верхней фазе обязательно нужно выбросить плечи вперед, точно так же, как мы делаем в отжиманиях. После чего мы зафиксировали эту позицию и медленно опустили гирю обратно к солнечному сплетению. Если говорить о проработке мышц, о формировании качественного рельефа, то обязательно нужно чувствовать, как работают ваши мышцы во время упражнения. Если вы прорабатываете грудные, то вы должны чувствовать, как сокращаются грудные и как их жжет. Следующее упражнение в нашем комплексе – это пуловер с гирей, который вы можете выполнять дома, на табуретке, на любой скамейке. Можно даже попробовать на полу, но несколько сократится амплитуда. Упражнение включает не только грудные мышцы, но еще и широчайшие мышцы спины и еще некоторые мелкие мышцы. Во время пуловера таз можно опустить чуть-чуть вниз, чтобы не включались мышцы пресса и не забирали нагрузку. И шею желательно тоже расслабить. Медленно опустили и резким движением подняли. Во время выполнения пуловера очень важно медленно опускать гирю.
для того, чтобы не было резкой нагрузки на плечевой пояс. И не нужно опускать ее слишком далеко за голову, просто потому, что можно вывернуть себе плечи. Поэтому мы плавно опускаем, чувствуем натяжение грудных мышц. Как только мы почувствовали вот это сильное натяжение, мы остановились, на полсекунды зафиксировались и из этой точки резким движением поднимаем гирю обратно. Ребят, обязательно напишите в комментариях, все ли упражнения у вас получились, почувствовали ли вы нагрузку на грудные мышцы, и если что-то не получается, то что конкретно не получается. Пишите в комментариях, будем разбираться. Следующее прекрасное упражнение в нашем комплексе – это кроссовер с гантелей. Все мы хотя бы раз занимались в спортивных залах и видели это странное устройство, которое очень любят бодибилдеры для прокачки груди, когда они сводят руки в таком огромном тренажере. Вот это можно делать дома с обычной гантелей. Каким образом мы это выполняем? Фиксируем гантель на уровне бедра. Раскачивать руку в сторону не надо. Выполняем упражнение статично. Зафиксировали и начинаем поднимать в сторону, немного заводя за противоположное плечо и разворачивая кисть. В верхней точке нужно зафиксировать гантель буквально на полсекунды. Вот в этой верхней точке максимальное напряжение грудных мышц. Но самое главное вывести гантель не вот сюда, а вот найти это место, это оптимальное место, где у вас сокращается именно грудная мышца. Потому что делаем небольшой шаг в сторону, и дельта забирает всю нагрузку. Дельта, в принципе, в любом случае будет работать в этом упражнении. Она включается после того, как у вас устают грудные, и вы это почувствуете. Нагрузка плавно перетечет на передние дельты. Но большую часть упражнения мы можем как следует прорабатывать грудные. И варианты выполнения с двумя гантелями. Кстати, учтите, что в данном упражнении нагрузка будет еще и на внешнюю головку бицепса приходиться. Завершающим этапом нашей тренировки будут алмазные отжимания, то есть узкой постановкой рук. Мы отлично проработаем серединку грудных за счет этого упражнения и включим в работу трицепс. Как следует дадим ему нагрузку. Каким образом выполняем? Опускаемся к солнечному сплетению, то есть руки у нас примерно на этом уровне должны оказываться, когда мы в нижней точке находимся. Когда выпрямляемся, выбрасываем плечи максимально вперед, чтобы включить грудные мышцы и почувствовать вот здесь напряжение. То есть максимально сводим руки, максимально выбрасываем плечи. Данный комплекс достаточно выполнять один раз в неделю, потому что он сильно нагружает ваш организм. Здесь задействуется очень большое количество мышц. Помимо грудных, как я уже говорил, во время пуловера мы прорабатываем широчайшие. Кроме этого, практически во всех упражнениях в той или иной степени задействуются трицепсы, бицепсы, дельты. То есть мы отлично прорабатываем практически весь корпус. Соответственно, выполняем данный комплекс один раз в неделю. Берем большое количество отдыха между подходами. 5-10 минут. Если вы чувствуете, что вы можете через 4 минуты приступить к подходу, но можно делать через 4. Здесь, конечно, лучше работать по ощущениям. Делаем 2 или 3 подхода в каждом упражнении. Больше не надо. Самое главное – достичь отказа. И именно в 20-25 повторений уложиться. Больше 25 повторений не нужно. Это уже слишком продолжительная работа. И это уже не то, что нам нужно. Это не прорабатывает наши мышцы таким образом, чтобы они надулись и показали классный рельеф. Я комплекс выполнил. Теперь ваша очередь. Можете приступать к выполнению. Друзья, я надеюсь, что у вас останутся силы на то, чтобы поделиться видео с вашими друзьями и знакомыми, чтобы как можно больше людей могли приобщиться к физической культуре и любительскому спорту и начали тренироваться уже в домашних условиях. Не обязательно ходить в фитнес-клуб или в спортивный зал для того, чтобы иметь хорошую форму. Всего этого можно добиться дома.
либо тренируюсь на уличных турничках, на уличных площадках. Так что приступайте к тренировке, хорошо вам позаниматься. Не забывайте подписаться на канал, если все еще этого не сделали. Ставьте лайки, делитесь вашими мнениями о комплексе в комментариях. Задавайте мне вопросы и до новых встреч. Всем счастливо, пока.